Сколько хотели бы получать? 3 миллиона долларов наличными. Вы знаете, учеба иногда очень утомляет. Я проучился в Гарварде 5 лет. Правда? А я в колонии полгода отсидел. Здравия. В прошлом цикле активно наблюдал за блогосферой. Пару месяцев назад вспомнилась одна барышня, пришедшая попиариться на канал к одному большому блогеру. Как понимаете, он ни при чем сразу еще вчера. А ведь надо сажать и его, как участника разводилова. Он дал рекламу, она начала рассказывать на своем канале, мол, несите все свои деньги мне в инвестиционный фонд. И как это все просто. Само собой, через некоторое время всех кинула и исчезла с радаров. И тут есть пару вариантов. Первый – это изначально тупо пирамида была, когда проценты выплачиваются за счет новых жертв или кидают всех почти сразу. Второй – это непосредственно тупизна руководителей фонда, приводящая к минусам и в идеале бы тюремным сроком. Но мы живем не в той реальности. Точно не знаю, где не начитались билиберды, которую рассказывают, заманивая хомяков, не способных думать головой. Видимо, где-то в книжках по теханализу и инвестированию. А те написаны как раз для целей дойки стада. Писателями на все темы, никогда не бывшими трейдерами. Стандартный рассказ в этом случае, мол, покупается актив, затем встается в шорт на фьючерсах без плечей. И, мол, это офигенно безопасный вариант. Если цена уйдет вниз, фьючерсы решают проблему. Если вверх, то фьючерсы в минус. Но бабки-то сохранены. Ну, или половина. И, мол, тут самое главное, все круто уметь считать. И отдать актив под проценты, и с них рубить бабло. Но поскольку уровень развития подобных млекопитающих крайне мал, а их жертвы предпочитают переложить ответственность на других и, собственно, довериться мошенникам, то их и бреют в конечном итоге. А косяк тут в том, что за фьючерсы требуется постоянно платить комиссию, которая имеет свойство меняться, сбивая всю математику. Вклады под проценты также меняются. Особенно сильно колбасит все это в крипте. Следом такие горе-фонды попадают в минуса и банкротятся. А что касается крупных фондов, те между друг дружкой дружат и помогают ликвидностью. И мы со своими копейками к ним еще и зайти не сможем, ибо нищие бомжары, да еще и путинские деньги плохо пахнут. Часто можно видеть, что крупные фонды у друг друга покупают активы. Таким образом курс остается на месте, и сами активы не попадают на рынки. А они рынками и рулят. А те, кто к ним зашли с инвестициями, за ранний выход получают дикие штрафы. И естественно в шортах они не стоят, а откупают дно и продают на верхах, поскольку у них валом денег, и можно делать все, что захочешь. Тем более, что новые хомяки же подрастают, сменяя поколение. А правительство всего мира постоянно устраивает инфляцию. Те, кто смог заработать по жизни, в любом случае приходят в инвестиции, хотя бы для сохранения денег, ну или труда, ведь бумажки никому не нужны, если на них будет нечего купить. Все эти клоуны из ящика, печатающие бумагу, будут что ли есть ее или на ней ездить? Низы не понимают власть над системой. Впрочем, рабский менталитет у масс. Это типа нормально. Без них рынков не было бы. Опущу тему рекламы по телевизору, загоняющей хомяков в стойло, и цикличность рынков. Когда эта олигополия берется за какой-то актив, желательно ограниченный, ну, например, биткоин, то все очень просто. Они создают дефицит, скупая большую часть актива, а оставшиеся крохи распродают задорого, подогревая графики баблом и новостями в нужные им периоды. И, естественно, политики тоже у них в кармане. Держите в уме, что суть рынков – держать население в нищете, чтобы оно всю жизнь на работе и в кредитах горбатилось. Если сняли с себя ответственность, то деньги отнимут тем или иным способом. Ставь лайк, подписывайся на канал и добро пожаловать в наше приватное криптосообщество. Подробнее по кнопке «Поддержать» на сайте Движковсин.ру. Ссылка в описании под роликом. Всем добра, здоровья, процветания и денег.